Вы на канале Технокарта, с вами Антон. Сегодня посмотрим, как в игре Forza Horizon 5 видеокарта Radeon 6600 XT работает в 1080p на всех настройках. Не успел включить запись, как уже кто-то врезался у меня. В общем, ставим для начала самые низкие настроечки. Ну, давайте я вам покажу. У нас Full HD весь этот ролик будет, и сейчас пока что у нас идет Native без включения FSR. Настройки в настоящий момент самые низкие, которые только могут быть на Full HD Native режиме. FPS у нас заметно выше, так скажем, условной нормы какой-то. То есть даже если у вас 165 Гц монитор или 144 Гц, вы все равно имеете большой все еще запас по FPS. Конечно, я понимаю, что те, кто брал видеокарты 6600 XT, рассчитывают на большие настройки, поэтому давайте не будем долго здесь размусоливать и переходим дальше. Так, теперь у нас настройки низкие, не самые низкие, а просто низкие. Тени вообще еле заметные, но хотя бы хоть какие-то тенечки появились у нас. Хотя их вообще вот от машины вообще не видно, есть или нет, я даже не могу понять. Нет, все-таки что там виднеется еле-еле. Да, вот, FPS у нас по-прежнему запредельный, сглаживание стоит TA. FSR не включен, потому что я FSR, ну и вообще любые методы такие буду включать только когда FPS будет подходить менее чем к 60 кадрам, либо второй вариант, ну просто уже в конце посмотреть, если карта супер тянет игру, прям отлично, то просто в конце посмотрю еще. Вот сейчас в этом точно никакой нужды нет, какой бы у вас монитор практически ни был, но я, конечно, понимаю, что есть 240 Гц, вот, но думаю, что большинство будет за игровыми мониторами хотя бы 144-165 Гц, и сейчас мы получаем намного больше, на самом деле. Мы получаем почти 200. Так что, в принципе, опять же, давайте переходить на более высокую границу настроек. Это у нас настройки уже будут средние. Я думаю, что игра будет выглядеть намного приличнее. Давайте посмотрим. Сейчас вот видно то, что там мерцают тени, объекты, отражения очень слабые. Вот, поэтому, конечно, все это портит. Хотя машинка выглядит не так плохо. Вот, но текстуры, конечно, слабоватые. В общем, давайте переходить на следующий уровень настроек. Так, теперь у нас средние настройки качества. И... Черт. Вообще не смотрит, куда едут. FPS у нас наконец-то начал просаживаться немного. 153 кадра, 149. Сейчас, кстати, внутри города это обычно, даже вот этой деревушки, обычно всегда меньше. Некоторые люди думают, что меньше FPS здесь, например, в джунглях там или еще где-то. Нет, здесь в этой игре срезается FPS больше всего именно в городах, которых здесь, ну, довольно мало на самом деле. Вот мы из него выехали, у нас 160, 180, ну здесь понятно, здесь вообще голая пустыня. В общем, так что думаю, надо идти дальше, думаю, надо идти на высокие ультра настройки. Сейчас пока что выглядит все настолько шикарно. Мне не приходится включать FSR, ничего. Настолько все хорошо, что как будто бы мы сейчас и ультра настройки поставим, и у нас будет выше 60. Надо сказать, что эта игра, она, конечно, прекрасно выглядит в плане управления и так далее, и на уровне 60 FPS, и даже меньше. В принципе, на слабых машинах играют и 30 FPS. Так что давайте переходить на следующий уровень настроек. Итак, у нас высокие настройки качества. Мы по-прежнему находимся в районе 140-150 FPS, конечно, в городе немного меньше. Да, но в целом все у нас хорошо. Давайте немножко покатаемся. Надо сказать, что качество, ну, картинки значительно выросло. У нас появились и глобальные тени. У машины появилась хотя бы видимая тень, прям даже ночью ее видно. На высоких настройках у нас все замечательно. И со стабильностью, и в принципе с качеством картинки. Да, есть огрехи, они видны вполне, но для того, чтобы расслабиться, поиграть, покататься, по-моему, более чем. Видно, что все еще видеокарта в данном случае, на данных настройках, остается избыточной. Поэтому давайте переходить дальше. Уже там практически остается 2 уровня настроек у нас всего осталось. Это самые высокие и максимальные. Кстати, на высоких настройках, давайте проверим. Мне кажется, то, что там уже должны были включиться эффекты трассировки лучей. Да, трассировка лучей у нас уже включена на средние параметры, поэтому вот не знаю, что в себя включают средние параметры трассировки лучей сейчас, что они имеют в виду в данном случае, но вроде как включено. Хотя это и незаметно пока как-то. Давайте смотреть настройки дальше.
Итак, у нас самые высокие настройки графики, ну не ультра, но самые высокие они называются, прям очень высокие. Вот интересно, никогда сюда не заезжал. Почти, почти. Надо же, там еще и FPS довольно просел на этой горе во время спуска. Ну, что можно сказать, все равно FPS выше сотни. Конечно, нам бы сейчас выйти на какую-нибудь дорожку. Не стреляйте в пианиста, он едет как умеет. Свыше 100 FPS мы получаем на очень высоких настройках. Давайте еще посмотрим, что у нас в них входит. Да, вот очень высоко. Все практически включено. Трассировка лучей высоко. Поэтому все еще не может... Подождите, вот я что хотел посмотреть. Да, масштабирование отключено. Эффекты масштабирования. То бывает иногда, что игры вместе с пресетами все это включают. Нет, здесь проблем нет. Наверное, если в город в какой-нибудь большой заехать, то будет чуть-чуть меньше. Это, я думаю, что сейчас не суть важно. Качество картинки в сравнении там с какими-то, по крайней мере, низкими настройками значительно возросло. А вот, поэтому все еще не побеждена 6600 XT данной игрой. Давайте смотреть запредельные настройки, или как они там называются, экстремальные. Экстремальные. Последний рывок остался в 1080p. Итак, у нас максимальные настройки качества, которые представлены пресетом экстремально. А вот, ну, игра выглядит, конечно, шикарно. У нас изменились полностью тени за это время. С момента, по крайней мере, настроек там низких, средних у нас абсолютно поменялись тени. Тени стали супер мягкими, при этом достаточно контрастными. У нас хорошее отражение. А игра вообще заиграла новыми красками. Давайте куда-нибудь в зеленое место въедем. Вот, FPS за это время тоже, опять же, заметно снизился. Посмотрите, 69 у нас было, да? А вот в районе 60 FPS мы получить можем. Нам, может быть, даже в каком-то самом сильном затупе где-нибудь в большом городе, может быть, и меньше. А вот. Но, так, но игра выглядит потрясающе. И, в принципе, видеокарты хватает. Напоминаю, что это native режим 1080p, то есть не используются никакие FSR или какие-либо другие фичи для масштабирования, которые позволяют увеличивать FPS. Ну и давайте проверим вот что. Предположим, что все, мы поняли, что все в порядке в целом. Но предположим, что мы хотим больше все-таки FPS, не снижая настройки графики. Как бы мы могли получить больше? Как раз таки включая масштабирование. Давайте включим на качественный режим. Посмотрим, что будет. Был там 60-80, ну стал как-то ближе просто к 80. Но посмотрите, я не знаю, заметно ли это будет по Ютубу, но если на большом экране вы смотрите, мне кажется, будет заметно то, что игра стала гораздо более замыленной. Прям вот значительно более замыленной. Да, может, мы получили какие-то там 10 кадров. В данном случае не совсем понятно зачем. Потому что игра стала выглядеть похуже. Ну, привыкнуть тоже к этому можно. И есть, кстати, артефакты. Вот видно артефакты в листве. Наверняка это может быть еще и с отражениями, со всякими сеточками, сетчатыми заборами и так далее. В общем, выглядит... мы получили некоторые ухудшения, на самом деле, в качестве. Ну и FPS, да, у нас вырос. Где-то, ну, пусть будет на десятку в среднем, на 10. Но у нас и так было выше 60. У нас и так было выше 60. Давайте посмотрим, что будет, если мы поставим баланс, быстродействие, сверхвысокая производительность. Давайте посмотрим. Сверхвысокая производительность нам дала еще где-то, я не знаю, там. Честно говоря, в данном режиме вообще даже непонятно, дало ли это хоть что-то. Но при этом полностью вообще убила картинку, она стала абсолютно замыленной в 1080p. Ну правильно, у нас разрешение исходного рендера стало очень низким. А вот
Ну, конечно, играть и так можно, но просто в данном случае никакого нет вообще смысла. Давайте отключим просто FSR еще раз. Просто отключаем. Вообще, мне нравится FSR и DLSS, потому что, ну, если у тебя игра может идти на максималках, то есть если у тебя выбор сильно снизить настройки или оставить высокие настройки, ну, мне кажется, здесь есть о чем поговорить. Но здесь очевидно, что оно вообще не нужно. Вот включим TA. Ну и намного, посмотрите, насколько более четкая картинка стала. Хотя тоже у нас вот TA там замыливает и зарезает. Но это еще и разрешение 1080p. Провода вот эти. Но насколько лучше стала картинка. FPS, да, он упал, конечно. Был там 105, стал 85. Ну, не знаю, ребят. Это оно того, на мой взгляд, не стоит вообще в данном случае. Даже если у вас, ну, какой у вас может быть монитор? 120 Гц. Все равно до 120 не дотягивает. До 144 не дотягивает. Но при этом насколько более мыльное было. Давайте вообще еще попробуем отключить сглаживание. Пойдем, так сказать, до конца. Не здесь. Отключаем любое сглаживание. Мы получаем очень пеструю такую картинку из-за этого, поэтому что-то надо придумать. Ну да, мы получили еще вроде бы там немного FPS, хотя развернулся уже, вернулся, грубо говоря, там почти к старым значениям. Где-то без сглаживания плюс 10 кадров. Но на 1080p без сглаживания, может быть, игра в отдельных аспектах и выглядит более четко. Например, машина выглядит более четко. Но вот провода, конечно, выглядят ужасно. Растительность выглядит слишком тоже пестрой. Поэтому думаю, что сглаживание есть смысл ставить. Давайте все-таки вернем те, и вы можете по своему усмотрению настроить резкость там больше или меньше, как вам больше понравится. Это максимальный пресет графики, но самое интересное, что мы все еще можем настроить некоторые параметры. Давайте все-таки посмотрим, что мы здесь можем повысить. Качество SSAO, качество отражений экстремально, качество SSR экстремально и качество трассировки лучей экстремально. Нам не понадобится перезагружать игру, надеюсь, что нет. Нет. И что у нас получилось? Мы все еще получаем больше 60 кадров. Скорее всего, правда, это уже теперь может и подупасть где-нибудь там в городочке, да? В каком-нибудь большом. Но думаю, что 60 FPS вполне достаточно для данной игры. Кто не согласен, тот может, соответственно, настройки снижать. С другой стороны, не могу сказать, что мы здесь получили какую-то супер-убер прям вот картинку в сравнении с предыдущим режимом. То есть просто экстремальный пресет или вот экстремальный пресет, плюс мы выкручиваем вообще все на максимум. Не могу сказать, что не могу сказать, что что-то стало прям намного красивее в сравнении с обычными экстремальными настройками, но это вот максимум, который можно получить. И вы видите, что игра, в принципе, ну да, она будет проседать меньше 60 чуть-чуть. Ну, я думаю, что на экстремальном пресете уже почти не будет. Почти не будет. Поэтому вот что можно сказать. 6600 XT затащила самые максимальные настройки, с самой максимальной трассировкой в этой игре. Конечно, она здесь и не так и бросается в глаза. Не столько здесь уж каких-либо эффектов таких, но все равно. В целом, по рекомендациям, ну, мои рекомендации такие. Если вас устраивает около 60 кадров в секунду, то, пожалуйста, выставляйте максимальные настройки. Хотите по пресету, хотите себе чуть-чуть оставить а, такой пул, в который может немножко карта провалиться, чтобы не проваливаться там ниже 60 кадров, то тогда просто оставляйте экстремальный или очень высокий пресет настроек. Они почти все незаметны на самом деле. Вот начиная с очень высокого и дальше там вот экстремальный или еще дальше, вообще уже почти незаметно. Нужно сидеть с лупой, смотреть и разглядывать, что и где поменялось. Вот, поэтому если вас устраивает 60-70 кадров, то, пожалуйста, максимальные настройки. Любая вариация максимальных настроек. Если вы хотите себе гораздо больше кадров, то это где-то средние настройки. FPS у вас будет больше сотки, сколько там было, где-то около 120-140, да? Пожалуйста, если вы киберспортсмен, в данной игре не могу сказать, что это точно может быть определяющим качеством, но ну, кому-то нравится, хозяин барин, средние настройки. Может быть, процессор получше. У меня процессор Ryzen 5600, хоть он и не загружен, видеокарта сейчас загружена, но все равно. То есть думаю, что на средних настройках еще и получше процессор можно поставить, и будет еще лучше, стабильнее, по крайней мере.
что вот какие рекомендации я могу дать. Вы сами все видели FPS, качество геймплея, графики, настройку, так что определяйтесь по тому, что вам больше нравится. С вами был Антон, счастливо.